Дождливое осеннее утро. Построение, проверка документов, звучание горнов к открытию охоты и обязательный инструктаж – все строго по немецким правилам. Подготовка оружия, настройка оптики, полная концентрация. Показалась одиночная косуля. И вот на линии огня большой табун свиней. Звучат два выстрела, и один из них точный, взят подсвинок. Традиционная немецкая загонная охота – это сплав вековых традиций, строгой дисциплины, крепкого товарищества охотников и уважения к дичи. Хотите увидеть настоящую немецкую загонную охоту? Тогда наслаждайтесь этим видео прямо сейчас. В этот дождливый осенний день Сергей вместе со своим товарищем Виктором отправился на загонную охоту в восточно-немецкую землю Мекленбург-Передняя Померания. Перед началом охоты, как того требует закон, была проведена проверка охотничьих билетов, а также удостоверений о прохождении стрелкового минимума. Над полями кружил гусь-гуменник. Большие стаи несколько раз пролетали над охотниками, будто пытаясь переманить их с загонной охоты на совсем другой вид, на гусиную. Но цель этого дня была уже определена. Все участники загонной охоты обязаны быть экипированы в яркую оранжевую одежду и головные уборы. Такая сигнальная экипировка делает каждого охотника хорошо заметным в лесу и позволяет избежать несчастных случаев. Надо узнать. После этого прозвучали традиционные охотничьи горны, возвещающие начало загонной охоты. Их мелодии в Германии – это не просто красивый звук, а часть давней охотничьей культуры, сопровождающая каждый этап проведения охоты. Затем прошел обязательный инструктаж по технике безопасности. Организатор подробно объяснил, куда разрешено стрелять, какие секторы находятся под запретом, а какие виды дичи допускаются к добыче. В Германии вопросам безопасности уделяется особо серьезное внимание. Без этого ни одна коллективная охота не начинается. У нас сегодня загонная охота. Очередная. Не знаю, как это сказать. Даже Монтерея. Вот. Ну, сейчас было собрание, вступление, поздравления. В общем, правила техники безопасности. Выдвигаемся на место охоты. Охота будет происходить с 9:30 до 12, потом дружеский обед, да, выкладывание дичи, штреки так называемые. Ну, в общем, посмотрим. Виктор, как ожидания? Чуть-чуть. Будем посмотреть. Сейчас что скажешь? Ну, охотничьи чувства, что тебе говорят? Права нет. Нет. Потом, как они говорили про штреки, какое будет штреки, то вот тут надеешься на многое. И олень, и благородный олень, и свинья без ограничений. В принципе, тут посмотрим, что будет. Наверное, ничего не будет. Да, так как позиционировали они себя, то мы можем, исходя из нашего опыта, сказать, что хоть бы поросеночек какой-нибудь пробежал. Да. Ну ладно, будем, друзья, любители охоты, держать вас в курсе событий. Не заканчиваем на этом. Надеюсь, может быть, что-то и увидите, какие-то выстрелы. Все, вперед. После инструктажа охотников распределили по номерам в сопровождении руководителей групп.
Сергею досталась невысокая, крытая вышка. Судя по двум идеально стоящим под вышкой маховикам, грибной сезон в середине ноября еще продолжался. Заняв свою позицию, Сергей первым делом зарядил карабин и настроил оптику, установив ее на минимальные 6 крат. На этой охоте он использовал карабин под американский патрон Т-270 Уинчестер. В европейской классификации это практически аналог калибра 7 мм, с длиной гильзы 63 мм. Калибр точный, настильный и отлично подходящий для стрельбы по бегущему зверю. Погода с самого утра была непростой. Влажный воздух, сырость и мелкий дождь, который то затихал, то снова усиливался. После подготовки охотник внимательно осмотрел местность вокруг. Хотя загон еще не начался, всегда есть шанс, что соседние номера непроизвольно поднимут какого-нибудь зверя с лёжки, и тот может неожиданно выйти на линию огня. Еще оставалось немного времени до начала активных действий. В такие минуты горячий чай особенно кстати. Небольшая пауза, чтобы сделать пару глотков, и сразу становится теплее. В холодную погоду горячий чай не просто согревает, а приносит настоящее удовольствие, позволяя собраться с мыслями. Так, друзья, разместился. Вышка. Далеко от дороги, метров 100. Лес сосновый, деревья мешают, конечно, стрельбе. Но есть пару просек. Уже слышу, по-моему, начался загон. Работают загонщики. 9 собачек. Один выстрел был, но я не знаю, по чем стреляли. Это вообще пока один только. С утра такой был хороший дождичек. Сейчас вроде затих. Тишина, ветра нету. Ну, будем ждать. Немного перекусил, попил чай. На природе всегда это приятно. Мне практически не везет на загонных охотах. Очень редко добываю что-то. Эта охота проходит в Восточной Германии. Проводит ее лесничество. О, первый выстрел. Надо посмотреть, что выстрел был далековато. Сейчас мы в тепловизор посмотрим, что там. Может, вокруг что-то движется. Прозвучал первый выстрел. Это означало, что охота началась, и теперь нужно было удвоить внимание. Нет пока. Тревога ложная. От меня это еще очень далеко. Ну, будем ждать. 3 выстрела было. Пока вообще ничего нет. Никакой дичи. Тепловизор смотрю. Слышу уже, как собачки работают, но пока. Сергей, даже на загонных охотах, стал использовать тепловизионный монокуляр для раннего обнаружения приближающейся дичи. Современная техника достигла такого уровня, Опять все затихло. что позволяет уверенно распознавать цель даже в густых зарослях и на значительной дистанции. Тепловизор давал ему возможность заранее заметить движение и подготовиться к возможному выходу зверя. Пробежала косуля, но далеко. Там стрелять ее практически невозможно было. Ну, как говорил швед сегодня, видел косулю. Вот я также пока.
И практически сразу вслед за пробежавшей косулей из-под загонщиков поднялось большое стадо диких свиней, больше 10 штук. По-немецки такое большое скопление называют роте. Сергей мгновенно собрался, приготовившись к стрельбе. Зверь шел быстро, и нужно было действовать четко и без промедления. Стрелял по кабанам. Далековато было среди сосен. Пытался выбрать прогал, но прогала не было. Стрелял так, вроде как даже хлопок был. Ну, потом пойдем оценивать. Так вот, где-то такое направление. Вот, так что охота состоялась. Стрелял, заряжаю патроны, дальше видно будет. Раздался выстрел соседнего номера. По этим же свиньям отработал и сосед. Стадо было большое, но выбирал подсвинка. Целиться было очень тяжело. На удачу. Не знаю, может, в дерево попал. Надо смотреть. Далеко были. После выхода зверя и выстрелов по нему расслабляться было нельзя. Концентрацию внимания на загонной охоте нужно держать до последней минуты, ведь дичь может появиться в любой момент. Даже после первой волны движения лес нередко подбрасывает сюрпризы. Сейчас пробежала косуля, но пробежала с такой скоростью, что даже не бегом, а на махах, прыжками влево, вправо, вот так вот. Даже не знаю, такое поведение я первый раз вижу в одиночку. Ну, козел, наверное. На товарищ сидит, Виктор, на соседнем номере. Вроде как на него, может быть. Я его предупредил, может быть, будет шанс стрельнуть. Сейчас вот где-то сзади стреляли. Ну, может быть, сзади где-то набежит. Сейчас будем наблюдать. Было 3 выстрела, но это еще ничего не говорит. Посмотрим. За последний час, наверное, вот 3 выстрела. Ну, минут 45 точно выстрелов не было. 3 выстрела, наверное, по кабанам стреляли. Сейчас будем ждать оттуда, может, что-то прибежит. А так что-то совсем скучно. Три часа охоты пролетели словно одно мгновение. Настало время собираться и идти обследовать место стрела, в надежде, что добыча после попадания далеко не ушла. По ощущениям Сергея, один из его 2 выстрелов должен был быть точным, так как сопровождался характерным звуковым эффектом попадания по корпусу животного. Тепловизор еще и отлично помогает и при поиске подранков или уже добытых животных. Так, ну где мой тут поросенок? Сюда они в эту сторону бежали. О, вон он лежит. Сейчас запись включу. Вон он. Да, вот тропинка. По тропинке они вот так вот и бежали. Вот так его видно, вот он. Красный. Вот так подранков хорошо искать. Вот он, поросенок. Поросенок. Хуй, как его тащить? О, прибежал. Прямо выходное отверстие в сердце.
Теперь нужно было дождаться руководителя группы, который оформлял все необходимые документы и прикреплял марку на тушу добытого зверя. Ja, liegt, ich habe gefunden. Sehr gut. Ich habe auch einen Haken. Ah, okay, gut. Eine große Rote ist gekommen. Ja. Kamen die von hier? Nein, von da, so ein Haken, Ja. bisschen, aber zu weit, 70, 80 Meter. Ja, Weidmannsheil. Weidmanns Dank. Не будем брать? Не надо. К сожалению, на этой охоте было мало собак в загоне, и, вероятно, по этой причине, количество добытой дичи оказалось не на высоте. Опять звучат горны, созывая всех на построение. Руководитель охоты в первую очередь интересуется, все ли здоровы и живы. Сейчас будет производиться награждение счастливчиков, которым удалось добыть трофей. Награждать будут перед всеми участниками веточками ели, которые прикрепляются к головным уборам охотников. На этом традиционная немецкая загонная охота подходит к концу. В завершении прозвучит соответствующая мелодия гарнистов. Если вам понравилось видео, то подпишитесь и поставьте лайк, а также оставьте комментарий на канале Сергея. На все конструктивные вопросы будет дан ответ. До новых встреч, друзья, на следующей охоте.